Всем привет, меня зовут Элина, и в сегодняшнем видео, ребят, я вам порекомендую сериалы, фильмы, которые понравились мне, которые я смотрела относительно недавно. О некоторых в них я говорила в Инстаграме, но в целом скажу так, я всегда тот человек, который ищет, чтобы посмотреть интересненького, и бывает так часто, что ты садишься вечером, думаешь, вот бы сейчас что-то, какую-то классную историю посмотреть, и потом тратишь уйму времени на поиски чего-то более-менее достойного. И на самом деле не так уж и много есть действительно достойных каких-то фильмов, сериалов, и поэтому, на мой взгляд, порой такие рекомендации бывают очень ценными, поэтому я надеюсь, ребят, что моя подборка сериалов, фильмов вам понравится. Мне, кстати, еще нравится, ребят, смотреть сериалы, которые сейчас стал очень популярный формат, когда это там до 10 серий, потому что когда начинают снимать там просто по 100 серий а-ля Санта-Барбара, по 10 сезонов, мне такое, если честно, не нравится, потому что серии становятся уже как будто высосанными из пальца. Мне кажется, что весь шарм всей истории, он к концу там уже вообще теряется, часто и герои меняются, и все меняется, не знаю, мне не интересно. Первый сериал, о котором, возможно, многие из вас слышали, это «Почему женщины убивают». На меня действительно произвел огромное впечатление, потому что от картинки начиная, да, как снял это оператор красиво, как подана история, заканчивая продакшн-дизайном, насколько там все эстетично, красиво, то есть там все супер качественно. И плюс история сама очень интересная, потому что действия показываются в 3 временных промежутках. Середина 20 века, там 80-е, современность. И этот сериал создал сценарист, который создал сериал «Отчаянные домохозяйки», и в принципе можно проследить, да, какие-то похожие нотки. В этом сериале вот показывается как раз-таки разные семейные истории, порой треугольники, запутанные такое, измены, и как с этим справляются женщины разных временных эпох. Очень интересный сериал, всем рекомендую, если вы не смотрели. И также они сняли вторую часть «Почему женщины убивают 2», но пусть он даже пользуется и не такой популярностью, первая часть она стала более известной, но вторая часть она тоже очень крутая. При том, что они сделали это не как продолжение первой там истории, то есть это вообще как отдельный сериал, вообще не имеющий никакого отношения к первой части. Там история такова, показывается тоже жизнь одной семьи. Они, люди среднего звена, живут в небольшом городке, где все друг друга знают, и вот главная героиня, женщина средних лет, Альма, она мечтает попасть в клуб садоводства. Там была собрана вся элита, все очень богатые женщины, которые являлись самыми популярными в городе, они состояли в этом таком закрытом клубе. И для того, чтобы туда попасть, нужно было тоже относиться к этой элите, к которой Альма не относилась. И вот она делает все для того, чтобы туда попасть. Она меняет себя как и внешне, так и внутренне. Плюс раскрываются много тайн ее семьи, и происходит много чего интересного. Не буду, конечно, вам все пересказывать, обязательно посмотрите этот сериал, реально он вас удивит. В преддверии Нового года многие люди, я в том числе, конечно же, подводят итоги уходящего года и продумывают цели и планы на новый. Я знаю, что, к сожалению, у многих этот процесс вызывает чувство тревоги, у кого-то стыда, самобичевания, что, возможно, недостаточно много, либо чего-то хорошо сделал, как планировал. И, ребят, если вы себя в этом узнали, я предлагаю вам вступить в закрытый интенсив Wispens по постановке целей. Этот интенсив абсолютно бесплатный. Он будет стартовать 22 декабря, и вас будет ждать 5 дней полезной и, главное, практической информации, которую подготовил психолог Wispens, ну и, конечно же, вся наша классная команда. Там мы раскроем 4 основные темы. Как экологично подвести итоги уходящего года и как направить свой стресс в нужное русло. Как наше восприятие себя влияет на действия, почему планы на будущее у нас вызывают тревогу и что с этим делать. Ну и, конечно же, как правильно, грамотно поставить цели на следующий год и при этом себе не разочароваться. Ребят, помните о том, что развитие начинается с работы над собой, поэтому обязательно принимайте участие в этом интенсиве, тем более он абсолютно бесплатный, это будет вашим первым шагом на пути к тому, чтобы следующий год у вас действительно был очень классным. Также у вас будет возможность поучаствовать в розыгрыше и получить классные призы. Ребят, ссылку я оставлю в описании под этим видео, присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу. Еще один сериал, который мне очень понравился, называется «В ее глазах». Скажу так, понравился он мне больше всего своей концовкой, потому что, знаете, бывает так, что ты смотришь какой-то фильм, сериал, вроде бы тебе нравится, вроде бы все круто,
И концовка какая-то такая дурацкая, что она как будто перечеркивает вообще все впечатления о этом фильме либо сериале. История там такова. Мать-одиночка знакомится в баре с одним мужчиной, они друг другу понравились, у них, кажется, там был поцелуй, и потом, когда она устраивается на работу, и выясняется, что этот мужчина и есть ее новый босс. К тому же он женат, и он только недавно переехал в этот город со своей женой. И там тоже история разворачивается очень интересно. Еще один сериал, который вышел недавно на Netflix, буквально в сентябре этого года, и который стал безумно популярным, называется «Игра в кальмара». Я думаю, что многие из вас о нем слышали, кто-то смотрел, кто-то нет. Этот сериал, на самом деле, мало кого оставляет равнодушным. Кто-то говорил, что это ерунда несусветная, кто-то говорит, что это просто шедевр, кто-то говорит, что просто невероятно затягивает. Но факт остается фактом. Наверное, с октября примерно этого года этот сериал стал вообще самым популярным, самым просматриваемым за всю историю существования Netflix. Его посмотрело, кажется, там более 100 миллионов людей. Ну, это действительно феноменально, и там история такова. 456 людей принимают участие в одной игре, они изначально не знают о всех правилах этой игры, они подписывают контракт, и они борются за денежные призы. Денежный приз там огромный, и когда один участник выбывает из игры, таким образом сумма еще больше повышается. В любом случае, я считаю, что этот сериал стоит того, чтобы его посмотреть. Кстати, сейчас в сети, наверное, больше обсуждают даже феномен популярности этого сериала, нежели чем сам сериал, потому что люди спорят, почему именно эта история стала настолько популярной. Кто-то говорит, что там затрагивается тема социального неравенства, кто-то говорит, что это такая, специфика, какая-то неоднозначность именно корейского кинематографа, то есть, есть разные версии, в любом случае посмотрите его для того, чтобы сложить свое мнение на сей счет. Также в этом сериале играет одна корейская актриса, которая, наверное, собрала там невероятную фан-базу после выхода этого сериала, потому что у нее какое-то идеальное, кукольное, красивое лицо, поэтому просто многие люди влюбились именно в ее внешность, несмотря на то, что у нее роль была такая, я бы сказала, отстраненная, то есть она на самом деле не так уж и много там говорит, да, но тем не менее ее персонаж многим запал в душу именно за счет ее внешности. Кстати, после просмотра этого сериала я вспомнила еще один южнокорейский фильм, который меня очень впечатлил, это «Паразиты». Тоже просто какая-то невероятная история, и вот тематика, опять-таки, социального неравенства, такая трагическая судьба людей, то есть что в той истории, что в этой прослеживается, и тоже фильм, мне кажется, что он никого не оставит равнодушным. Там история двух семей, одна очень обеспеченная, другая очень бедная, и вот одному парню из бедной семьи удается устроиться на работу в эту обеспеченную семью, и он потихоньку перетягивает туда же на работу разными путями, всеми правдами и неправдами, чтобы вся его семья тоже работала на эту обеспеченную семью, и там тоже происходит просто сумасшедшие вещи. Опять-таки не буду слишком раскрывать историю, просто поверьте на слово, посмотрите. Также мне понравился один мистический сериал, который называется «Призрак дома на холме». Он вышел на Netflix в 2018 году, и, кстати, в 2019 году он получил даже премию лучшего сериала 2019 года или что-то такое. Он был очень высоко оценен кинокритиками, и сериал действительно очень крутой. То есть, несмотря на то, что, казалось бы, тема призраков, домов, с призраками очень заезженная, очень много было рассказано подобных историй, не знаю, книг, сериалов, фильмов, но при этом вам будет интересно очень смотреть эту историю, потому что то, как ее раскрыл сценарист, как ее показал режиссер, очень круто, очень качественно снят сериал. Опять-таки, история там семьи, у них 5 детей, они приезжают в один дом для того, чтобы его реконструировать, там сделать ремонт и перепродать. Это вот бизнес, которым они занимаются. Но потом они начинают видеть там призраков, и начинают тоже происходить разные вещи. Очень тоже рекомендую к просмотру, но они сняли вторую часть, тоже «Призрак дома на холме», там новый сезон, который совершенно, это уже тоже другая история, ничего не имеет общего с первой, и мне не понравилось. То есть там совсем все было, я бы сказала, вообще не так, скучно и неинтересно, поэтому я никому не рекомендую смотреть. Если вы посмотрели вот эту первую часть, вам понравилось,
не ведитесь на вторую часть, думая, что там тоже что-то крутое. И последний сериал, о котором я расскажу, называется «Сестра Рэйчет». Там действие фильма происходит в 1947 году. Женщина обманным путем устраивается медсестрой в психиатрическую клинику. Ее не взлюбила старшая медсестра, но при этом за счет того, что сестра Рэйчет была втянута как в одно преступление совместно с главврачом, ее уволить никак не могут. И там тоже интересная очень история разворачивается. Сериал тоже качественно снят. И, кстати, интересный факт, что одна из локаций этого сериала, там отель один. Он, кстати, находится в очень таком крутом месте, на обрыве с видом на океан. И я недавно там была, прям вот в этом отеле, прям стояла, фотографировала этот вид, когда мы с мужем ездили в Монтерей. Это нам было по дороге Биг Сюр, да, в сторону Сан-Франциско. Мы остановились, мы не сразу поняли, что это локация. Мы просто стали вид поснимать. Потом смотрим отель. И тут муж говорит, да это ж локация из этого сериала. И потом мы у менеджера спросили, она нам это подтвердила. Сам отель, ну, он такой, выглядит каким-то маленьким, стареньким, но сама локация, то есть вот это его размещение на обрыве с таким безумно красивым видом делает его особенным. Плюс после съемок этого сериала, конечно же, он тоже стал более популярным. Так, сериалами я закончила, но с фильмами еще нет. Меня очень впечатлил один испанский фильм, называется «Платформа». Жанр, я бы сказала, что это психологический такой тяжелый триллер. Он действительно заставляет поразмыслить над человеческой сущностью, потому что в этом фильме раскрываются человеческие пороки. И первый из них, кстати, чревоугодие, что очень необычно. Действие фильма происходит в тюрьме. Эта тюрьма сделана в виде многоэтажной такой башни. Там очень много этажей. На каждом этаже по 2 заключенных. А посреди этого всего платформа, которая периодически перемещается сверху вниз. Она опускается, и на этой платформе размещена еда. Очень много еды. То есть люди, которые находятся на самом высшем этаже, им достается все. И потом все, что они не съедают, оно опускается ниже, к другим людям. И вот так до самого конца. Но дело в том, что те люди, которые находятся в самом верху, они съедают все выше нормы. Они не думают о других, и получается, те люди, которые находятся в самом низу, им вообще ничего не достается, и они умирают от голода. Но потом ситуация меняется, потому что все заключенные, они меняются этажами, и они никогда не знают, на каком этаже они окажутся. Но при этом, когда они попадают на другой этаж, и даже если не оказываются порой в лучшем положении, они поступают так же, как поступали с ними, и там есть над чем поразмыслить. Следующий фильм называется «Место под соснами». Это, в принципе, не новый фильм, он вышел, наверное, в 2012 году, но посмотрела я его относительно недавно, и мне очень понравился. Там рассказывается об одном парне, он был каскадером, делал разные там трюки, и однажды он встретился со своей бывшей девушкой и узнал, что у него есть годовалый ребенок, и потом он пытается вернуть свою семью, помочь им финансово. Там много чего происходит, не буду подробно рассказывать. История кардинально меняется далее, то есть вы вообще не будете ожидать того, что будет происходить дальше, то есть фильм вообще нетипичный. Кстати, интересный факт, что Райан Гослинг и Ева Мендес, они начали встречаться вот как раз-таки на съемках, да, когда они познакомились, и они по сей день вместе воспитывают 2 детей. Кстати, мне кажется, что они очень красивая пара и очень друг другу, ну вот визуально, с моей точки зрения, очень друг другу подходят. Также недавно в прокат вышел фантастический фильм «Дюна». Это экранизация научно-фантастического романа «Дюна». Эта книга была очень популярная, она получила очень много наград, и экранизация мне очень понравилась. Во-первых, снят фильм очень круто, качественно, красиво. Так как я жена режиссера, я разбираюсь в некоторых вещах, и мне в этом фильме очень понравилась, например, цветокоррекция. Она необычная. И да, что касается компьютерной графики и всего остального, там все очень-очень дорого и очень качественно. Сама история интересная, но дело в том, что я думаю, что, наверное, выйдет еще не одна часть этого фильма, поэтому после просмотра было такое очень ощущение незавершенности. То есть как будто это вот только-только ты начало посмотрел, длинное, но начало. И поэтому, да, я, конечно, буду ждать вторую часть. Также в этом фильме классный молодой актерский состав. Тимоти Шаломе, Зендая, Джейсон Момоа. Когда я видела трейлер у Зендаи в Инстаграме, я думала, что она главная героиня будет, но меня немножко разочаровало, что, по крайней мере, в первой части ее очень мало. Я бы сказала, что ее практически там нет. Но я надеюсь, что во второй части ее будет больше. Ставьте лайк этому видео и напишите в комментариях о своих фаворитах, потому что я тоже всегда нахожусь в поиске, чтобы посмотреть такого интересного. Поэтому буду вам благодарна. А мы скоро увидимся. Пока!